Здравствуйте, меня зовут Алексей Васильевич, младший научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Позвольте вам представить работу «Роль вариации гена 5-HTTLPR серотонинергической системы СЛК6А4 в развитии аддиктивных расстройств. Нарративный обзор». Аддиктивные расстройства – это не просто вредные привычки, а серьезная глобальная проблема, затрагивающая здоровье, психику и экономику миллионов людей. Мы все еще плохо понимаем, почему одни становятся зависимыми, а другие нет. Наше внимание привлек ген СЛК6А4, отвечающий за транспорт серотонина, одного из ключевых нейромедиаторов. В частности, его вариация, известная как 5-HTTLPR, может быть связана с повышенным риском развития зависимости, но данные на эту тему до сих пор остаются противоречивыми. Мы предположили, что носители так называемого S-аллеля чаще сталкиваются с зависимостями и хотели проверить, насколько это подтверждается современной наукой. Для этого мы провели масштабный обзор литературы. Из более чем 1500 публикаций мы отобрали 41 более релевантную, с упором на генетику, фармакогенетику и на этническую специфику. Что мы выяснили? Во-первых, S-аллель действительно встречается у людей из азиатских популяций, до 80% случаев, и реже у европейцев. Его наличие связано с повышенной чувствительностью к стрессу и окружающим условиям, что в свою очередь может повышать риск формирования зависимого поведения. Во-вторых, результаты показывают, что реакция на антидепрессанты, особенно из группы COZS, также зависит от вариации 5-HTTLPR. У европейцев лучше работает L-аллель, у азиатов S-аллель. Однако пока данных недостаточно, чтобы использовать этот маркер в клинической практике. Важно понимать, что один ген не ответ на все. Его влияние зависит от множества факторов, от среды до нейробиологии. И пока уникальных биомаркеров, отличающих носителей S-аллеля, не найдено. Тем не менее, учет этнической специфики и генетических факторов в составе многомерных моделей может стать важным шагом на пути к персонализированной психиатрии. Это может точнее оценивать риски и подбирать более эффективную терапию с меньшими побочными эффектами. В будущем мы планируем изучить взаимодействие этого гена с другими, а также разработать более точные модели предсказывания риска для конкретных групп населения. Спасибо за внимание.